выспались, потому что мы ехали. День 4. Нет, пизжу. Саня, твой баф нормально поживает. И он, кстати, путешествовал больше, чем ты. Всем привет! Это вторая часть нашего путешествия. Сори за голос в последующем видео. У меня он фактически пропал. Так мы успешно преодолели границу Грузия-Турция. Причем буквально за полчаса, а может даже меньше. И теперь находимся на территории Турции и едем в сторону Северного Кипра, да. Да. Голос у меня совсем окончательно пропал. Сейчас уже вечер, 9 часов. В Турции есть такая особенность, что вдоль дорог практически нереально разбить лагерь вдоль дороги. И поэтому после того, как мы преодолели границу, нам пришлось проехать в районе 250 километров, чтобы найти подходящее место под палатку. Блять. Палатки посередине нечто где-то в Турции. В общем, классика. Пытаемся сейчас поспать. Сейчас я покажу наше жилье. Жилье в будущие годы. Стосик, что-то такое. Какие-то катастрофические залежи лимонника просто. И мака. Короче, точно ли это Турция, а не Афганистан какой-нибудь? Утром мы двинули дальше и нашли отличнейшее место между городами Трабзон и Тарул. Бля, класс. И тут прохладненько так. Ребята, вы будете это самое чайничек заправлять? Термос. А он еще там заправлен. Там не стук еще. Да не, он еще не стук. Хотя мы недавно делали. Абсолютно стандартная пища богов. А ты бомж. Горяча. С тушенкой. Да. Вкусно тебе. И мне вкусно. Причем в горах так прикольно, ну, не жарко, хотя солнце печет просто, блядь. Но прохладный воздух сдувает температуру. Здесь. Где твой кофе? Давление немного другое. Когда мы поднялись, у нас все пакетики закрытые, запечатанные, вздулись нахер, короче. И это было забавно. У меня отъебнула горелка из новостей. Придется покупать новую горелку. Похую. Но она была дешевая за косарь, но хуй с ней. Короче. После обеда мы двинули в сторону города Сивас. Мы в городе Сивас, и мы нашли недорогое кафе в центре города. Это не туристическая часть Турции. Люди не разговаривают по-английски, и в конечном итоге нас обманули где-то в районе 200 лир. На самом деле я не сильно расстраиваюсь, потому что я сделал там отличные кадры и записал саунд к этому видео, который вы сейчас услышите. И, в общем-то, мы в расчете. Bir bakışla kalbim yaktı, hayatıma anlam kattı. Ben sevdadan habersizken. В ту ночь мы планировали от города Сивас доехать до города Мерсин. Ночная дорога далась нам довольно сложно, потому что накопившаяся усталость за время путешествия нам не позволяла нормально ехать. Но, к сожалению, остановиться и поспать нас бы не получилось, потому что это было накануне праздника Байрам. И по всей Турции, да и на Кипре, и вообще в мусульманских странах наступали очень длинные выходные.
и в тот момент не работали бы ни паромы, ни продажа билетов на паром, поэтому мы сильно спешили, чтобы успеть их купить. Прибыв к 8 часам утра примерно в порт, нам пришлось еще разыскивать фирму, которая продает эти билеты. Найти какой-нибудь сервис или компанию, это, ну, это просто нереально. Ну, это было сложно. Да, это было пиздец. И, короче, жарко, пиздец. Душно, блядь, было. Мы не выспались, потому что мы ехали. Я вообще не поспал. В итоге мы, короче, просто тут легли на пенке, как бомжи, нормально уснули. Хорошо себя чувствуем. Вот. Короче, все по заветам лучшего бомж-трипа. Лучшего. И сегодня в 9, ну, короче, в 11 вечера сегодня у нас корабль, который плывет на остров. Фирма называется Агинлер, отдельно ей спасибо, и вы сейчас узнаете, почему это отдельная трэшовая история, которая вам понравится. Блять, еще одну очередь я не переживу. После Верхнего Ларса у меня на все очереди аллергия. Не будем. Паром отправляется в 23:12, ой, 23:30, поэтому не вариант то, что... Ну это ван чисто, мы это все прошли. Ощущение, что нас реально Верхний Ларс он преследует. Время вроде на билете написано 23:30. Типа вроде как отправление. В итоге мы ждем, пока еще идет разгрузка. И когда мы залезем в этот корабль, неизвестно. Мы погрузились с трудом на корабль. Вот. По идее, он должен был отправиться в 11:30. Сейчас время 3 часа 40 минут, а он еще даже не загружен. Но это еще не все. Да. Как же без экзотических животных? Короче, я сплю, притулился там где-то в уголочке и думаю, что меня так, короче, за бок кусает. Что-то так постоянно почесываюсь, думаю, ну ладно, это, скорее всего, ожог там от солнца или еще что-то. Вскочивший мужик говорит, блядь, съебаем отсюда, тут эти, короче, клопы. Вот, турецкие корабли такие турецкие, что, блядь, клопецкие. Да, в подарок 3 клопа и пахлава. Естественно, после такого нормально поспать нам уже не удалось, как вы понимаете. И где-то прибившись на палубе с эмигрантами, мы, как бомжи, спали. Ну, от работы движка корабля, конечно, нормально нам поспать, естественно, опять не удалось. Кошмар. Но это было довольно фаново и весело, и вообще, как бы, история сама по себе трэшовая, но веселая. Когда мы очнулись на палубе, мы уже увидели очертания вот этого города. Дальше была разгрузка в районе минут 40, потому что нам повезло, и машина наша стояла не в самой жопе. И затем прохождение паспортного контроля, он был более сложным, нежели на турецкой границе. Меня спросили, насколько максимально я приехал, я сказал на максимальное количество времени, на что мне ответили, ну, чувак, типа, так не работает. Поскольку республика Северный Кипр — это непризнанное государство, вам не ставят печать в паспорт, ну, точнее, могут не ставить печать в паспорт о заезде визы, а могут поставить визу на отдельную бумажку. Но мы рискнули, как бы, нам весело, и ради памяти мы поставили себе эту отметку в паспорта.
Я не знаю, как это повлияет на дальнейшую на нашу визовую историю, но, как я читал, в общем-то, никак. Ну и заветная рубрика «Сколько это все стоило?». Итак, на всю группу из 4 человек сумма поездки сюда вместе с всякими прохождениями границ, пошлинами, страховками обошлась в 60 тысяч рублей по нынешнему курсу. Сумма получается довольно большая, но если разделить это на 4, то уже не так страшно. Получается по 15 тысяч рублей на человека. Теперь по поводу страховок. Это тоже немаловажно. Если вы едете на тачке, попадаете на территорию Грузии, вам будет нужна страховка. Но как бы нужна, но не нужна. Но вы ее все-таки на всякий случай сделаете, но до вас никто докапываться не будет. Тем более стоит копейки, 1200 рублей. Турецкая страховка обошлась чуть дороже, в $40. Она делается на 3 месяца, называется страховка Green Card. Ну да, типа название крутое, но это страховка на тачку. В следующей серии мы поговорим об острове Кипр, как здесь жить. А еще тут растут такие кактусы, как в Расте. Ай, блядь, я понял, окей. Если вам не сложно, а я уверен, что вам не сложно, нажать все эти внизу кнопки, проставить лайки, написать комментарии. Любой комментарий, он все равно поможет понять Ютубу, что этот канал интересен людям. То есть, а вот тебе, короче, такой вопрос. Что бы ты выбрала? И первый взнос по ипотеке в Тамбове однокомнатной квартиры или большое путешествие через полмира? Большое путешествие через полмира, 100%. Никакой ипотеки, вообще нет. Всем пока!